Вильма Круз Пинедо родилась в 1992 году в городе Уануко на севере Перу. Она выросла в многодетной семье, в которой было 8 детей. Когда в 2012 году ей исполнилось 20 лет, она решила переехать в Лиму, столицу страны. Ее семья жила в сельской местности, поэтому Вильма подумала, что лучше уехать в город, чтобы найти работу и поддержать их материально. Все деньги, заработанные в Лиме в качестве горничной, она отправляла родителям, чтобы они использовали их на образование младших братьев и сестер. У Вильмы было много мечтаний для своей семьи. Она много раз водила родителей к имаму, а также ездила в свой родной город, чтобы привезти им подарки и деньги. Также у нее были мечты и стремления не только для своей семьи, но и для личной жизни. Она всегда мечтала стать певицей. По словам ее родителей, девушка с самого детства хотела выступать на сцене. Для достижения этой мечты в 2015 году Вильма поступила в музыкальную школу в центре Лимы. По словам преподавателей, у девушки было большое будущее. У нее был очень хороший голос, она была очень харизматичной на сцене и, кроме того, была очень трудолюбивой. Они сказали, что у Вильмы были четкие задачи, и она всегда помнила о своих целях. Поэтому они думали, что, вероятно, не за горами ее триумф на перуанской сцене. Пока девушка училась и работала, у нее оставалось время на общение в социальной сети, где она познакомилась с человеком по имени Франклин. Изначально Франклин был заинтересован в общении с двоюродной сестрой девушки, но когда он встретил Вильму, то решил продолжить с ней общение. Через некоторое время они пошли на свидание, и у них завязались любовные отношения. Франклин был настолько близок с Вильмой, что тоже начал учиться в той же школе, где и она. Но он изучал клавишные и в итоге хотел стать музыкантом. По словам друзей пары, Франклин был очень спокойным и сосредоточенным человеком, который никогда никого не обидит. Казалось, что Вильма достигла всех целей своей жизни. Она могла помогать материально своим близким, готовилась стать артистом и нашла свою любовь. Но 11 октября 2017 года мечты и иллюзии девушки исчезли навсегда. Утром девушка, как обычно, отправилась на работу, а в 6 часов вечера, закончив все свои дела, по словам одного из ее братьев, который жил с ней в Лиме, собиралась встретиться с Франклином. А затем они должны были пойти забрать фотографии с фотосессии, в которой Вильма участвовала за несколько недель до этого. Наступил поздний вечер, а Вильма все не появлялась. Друзья и родственники начали звонить Франклину, потому что он был последним, с кем она была, а также потому, что он был ее парнем. Но он отрицал, что был с ней в тот день. В первых звонках от семьи он сказал, что не видел ее ни утром, ни днем, и что в тот день они не общались, что было очень странно для друзей и семьи, так как Вильма никогда не лгала о том, где она была или с кем собиралась встретиться. В этот момент работодатель девушки, которая тоже очень волновалась, позвонила женщине, которая фотографировала Вильму, и спросила, не пришла ли она за фотографиями. Это было уже на следующий день, 12 октября 2017 года. Женщина, сделавшая фотографии, рассказала родственникам, что Вильма действительно приехала за ними около 11 часов вечера. Но она приехала не одна, а в сопровождении Франклина. Фотограф знала его, потому что именно он заплатил за фотосессию. Она сказала, что они забрали фотографии и после этого вместе уехали на такси. Это стало причиной подозрений семьи в отношении Франклина, потому что версия фотографа совсем не сходилась с его версией. Поэтому в конце концов он сказал, что все-таки был с Вильмой тем вечером. А причина, почему Франклин поначалу это отрицал, по его словам, заключалась в том, что он немного нервничал, поскольку девушка не вернулась домой.
Но затем он рассказал совершенно другую историю, отличающуюся от той, в которую верила ее семья. Франклин сказал, что забрав фотографии, он попрощался с Вильмой на площади и вызвал себе такси, чтобы поехать домой, в то время как девушка решила пойти пешком. Следует отметить, что в то время, когда, по словам Франклина, он оставил Вильму на площади, было уже около полуночи. Для родственников пропавшей это показалось очень странным, поскольку оставлять девушку одну на площади почти в полночь – это ненормально. Поэтому они начали присматриваться к Франклину и следить за каждым его поступком. Есть еще один момент, который также был замечен во время поисков Вильмы. Одна из ее двоюродных сестер сказала, что за несколько дней до этого девушка начала получать угрозы с номера, который не удалось идентифицировать. Это был анонимный номер, по которому ей сообщили, что она не знает, с кем связалась, что человек, который присылает сообщение, является очень важным лицом, и длинный список других угроз. Так что здесь у родственников было две линии. Либо Франклин виновен в ее исчезновении, либо человек, который ей угрожал. Всякий раз, когда они пытались обратиться за помощью в полицию, им говорили, что нужно подождать, что Вильма, вероятно, ушла с каким-то мужчиной, которого она встретила, и который, скорее всего, находится где-то в другом месте. Поэтому семья самостоятельно решила начать поиски девушки. Они развешивали плакаты с ее фотографией практически на каждой улице города. Спрашивали у людей, видели ли они ее, а также ходили в те места, которые она часто посещала, чтобы узнать, нет ли ее там. Но все это никак не помогло, и шли месяцы, а от Вильмы ничего не было слышно. В итоге 2017 год закончился без каких-либо новостей о девушке. В последний раз, когда Вильму видели или было доказательство того, что она жива, камера наблюдения из магазина рядом с домом, где она работала, запечатлела, как она выходит из него около 6 часов вечера. Девушку видно лицом к камере, а затем другая камера снимает ее со спины, когда она идет совершенно одна по улице. Это было единственное доказательство того, что Вильма была на улице в тот день. Но оно не было убедительным, поскольку находилось рядом с местом ее работы. Только в январе 2018 года расследование начало продвигаться вперед, но не так, как надеялась семья Вильмы. На 64,5 километре по Самайо, на участке дороги, используемом для легкового транспорта, был найден чемодан. 8 января 2018 года пара остановилась там, чтобы сделать фотографии на фоне прекрасного заката. Затем их внимание начал привлекать запах разложения. Когда они пошли по следу этого запаха, то увидели чемодан. Прежде чем открыть чемодан, который выглядел старым и пыльным, они решили вызвать полицию. Прибывшие на место сотрудники службы безопасности открыли чемодан и были шокированы. Внутри него они обнаружили тело молодой женщины. Поскольку находка была настолько шокирующей, в СМИ стали появляться различные предположения. Сначала говорили, что в чемодане было найдено обгоревшее тело, но позже власти это опровергли, заявив о том, что тело находится в состоянии сильного разложения. Считается, что тело пролежало там около 2 месяцев. Они сделали такую гипотезу, потому что изучили насекомых, найденных в чемодане, и таким образом имели представление о том, когда труп мог быть там оставлен. Также было известно, что тело принадлежало женщине в возрасте от 25 до 35 лет. В это время в Лиме было много случаев пропажи женщин с такими характеристиками, поэтому идентификация была очень трудной. Но с помощью отпечатков пальцев все же удалось установить, что найденное тело принадлежит Вильме Круз. Помимо отпечатков пальцев для подтверждения личности были применены и другие методы, чтобы быть абсолютно в этом уверенными. Перед исчезновением Вильма ходила к стоматологу, чтобы удалить один из зубов, и этот зуб также там отсутствовал.
В дополнение к этому, когда она была подростком, у нее был перелом ключицы, что также можно было увидеть на этом теле. В конце был сделан тест ДНК для подтверждения личности, и он был положительным. Теперь офицеры должны были выяснить, что случилось с молодой женщиной, как долго она была там и, самое главное, кто это сделал. Тщательное вскрытие было невозможно из-за состояния разложения, поэтому считалось, что основной причиной смерти была асфиксия. Но в то время не было возможности это определить. Также был проведен токсикологический тест, и было установлено, что в момент смерти Вильма не была ни пьяна, ни под действием запрещенных веществ. Затем началось расследование убийства девушки. И, как обычно, расследование началось с ее партнера Франклина. За месяцы поисков Вильмы полиция очень подозрительно относилась к мужчине, который никак не содействовал во всем, что делалось. Он не участвовал в ее поисках и продолжал жить своей жизнью, как ни в чем не бывало. Его алиби также начало разваливаться. Франклин сказал, что в ночь на 11 октября он ночевал в доме одного из своих друзей, но этот друг заявил, что он даже не видел мужчину в тот день. После этого полиция начала рассматривать его как главного подозреваемого. Офицеры смогли получить доступ к его текстовым сообщениям, а также к сообщениям в социальной сети, в которых было видно, что он договорился встретиться с Вильмой в тот день. Они также проверили камеры на площади, где он якобы оставил девушку, и ни одна из них не показала, что пара вообще там была. Через 6 дней после обнаружения тела и через день после опознания Франклин был арестован как единственный подозреваемый в смерти Вильмы. В своих первых заявлениях после ареста мужчина сказал, что он не знает, что случилось с девушкой, что он понятия не имеет, что она пережила и что он совершенно невиновен. Но полиция начала загонять его в угол и показала ему сообщения, телефонные звонки и заявление его друга, что в тот вечер он не был у него. И постепенно мужчина сломался. Родные и друзья Вильмы говорили, что когда они спрашивали Франклина о ней, он всегда очень нервничал. И мы также должны помнить, что сначала он говорил, что не видел ее, а через несколько часов сказал, что был с ней. Фотограф, которая проводила фотосессию девушки, также заявила полиции, что через несколько дней после исчезновения мужчина ей угрожал, говоря, что она не должна рассказывать о том, что он приехал с Вильмой, поскольку если она больше не появится, вся вина ляжет на него. В конце концов, после всего этого Франклину не оставалось ничего другого, как признать свою вину. Он сказал, что убил Вильму 11 октября 2017 года. Они договорились встретиться примерно в 7 часов вечера. Затем провели некоторое время вместе, немного поговорили, погуляли, а потом поехали на такси за фотографиями. Зашли в дом фотографа, посмотрели работы, им очень понравилось, и они уехали оттуда довольные. В такси Франклин предложил Вильме поехать к нему. Она согласилась, и они оба поднялись в комнату, которую он снимал в трехэтажном доме. После чего девушки начали звонить на телефон, что очень сильно не понравилось Франклину. По его словам, Вильма не отвечала на звонки, но посылала текстовые сообщения. И он также видел, что она отправила несколько сообщений в социальной сети. Франклин сказал, что в этот момент он начал очень сильно ревновать и кричать на Вильму, а затем ссора перешла в драку. Чтобы защититься, она ударила его по лицу, и в этот момент мужчина разозлился, схватил ее за шею и начал душить. По его словам, он оставался в таком положении около 2 минут, пока не понял, что молодой женщины больше нет живых. Осознав, что он сделал, он взял чемодан, который был у него дома, и положил в него тело Вильмы. Затем Франклин позвонил другу по имени Оскар, который был таксистом, и попросил его помочь ему отвезти чемодан до безлюдного места. Мужчина говорит, что хотя таксист знал о чемодане, он не знал, что было внутри.
Франклин заплатил Оскару 300 перуанских соль за поездку и отправился в очень отдаленный район, где был найден чемодан, и оставил его спрятанным в таком месте, где, как он думал, его никогда не найдут. Он не знал, что через несколько месяцев молодая пара, ищущая идеальное место для фотосессии, его найдет. После того, как Франклин оставил чемодан в этом месте, он вернулся в такси, поехал домой и продолжил жить как обычно. Его спросили, раскаивается ли он в содеянном, и он ответил, что нет. Была проведена реконструкция событий, в которой Франклину, очевидно, пришлось участвовать. Также были проведены различные тесты, а в комнате мужчины был проведен тест на люминол, который показал различные пятна крови. Так что считается, что Франклин очень жестоко избил Вильму, прежде чем ее задушить. После всех судебных разбирательств в сентябре 2019 года суд в Лиме вынес приговор этому человеку. Семья Вильмы добивалась пожизненного заключения. Они говорили об этом во многих СМИ и давали понять, что хотели бы, чтобы этот человек провел остаток своих дней в тюрьме. Но все оказалось совсем наоборот. Мужчина был признан виновным, но проведет в тюрьме всего 18 лет. Кроме того, ему сказали, что он должен выплатить семье компенсацию. Франклин забрал жизнь Вильмы, потому что чувствовал, что она ему принадлежит. Он украл ее мечты, отнял у родителей Вильмы дочь, а у братьев и сестер человека, который помогал им двигаться вперед. В конце концов, Вильма была кормилицей своей семьи и той, кто помогал им выживать. После вынесения приговора Франклин сказал, что он не жалеет о том, что сделал. Многие считают, что он планировал это в течение некоторого времени, а психологический профиль, предоставленный в суде, показал, что он был собственническим и очень расчетливым человеком. Также известно, что Франклин уже проявлял некоторые признаки насилия к своим бывшим девушкам, но перед обществом он всегда притворялся очень спокойным человеком. Те, кто знал его, считали, что он и мухи не обидит, а оказалось все совсем наоборот. Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и на другие социальные сети. Ссылки на них есть в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся.